Привет! Меня зовут Вика, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы вместе будем вязать крючком вот такое платье. Вяжется оно очень просто на самом деле и очень быстро. У меня на него ушло буквально дня, наверное, 4-5, но, конечно же, при условии, что я тратила много времени на вязание. И сразу скажу, самая долгая часть — это юбка, потому что она у нас такая клешёная. Полотно широкое, соответственно, вяжется эта часть дольше всего. Но ничего сложного здесь нет, я все максимально подробно буду показывать и рассказывать. И, на мой взгляд, единственный минус этого платья в том, что его нельзя носить без топа. То есть, как вы видите, вот эта верхняя часть, она довольно прозрачная, она вся на дырочках, на отверстиях, вот этот ажурный узор. Поэтому, да, без топа носить его не получится, обязательно под низ нужно что-то надевать, но я думаю, это вообще не проблема. Что касается юбки, на мой взгляд, она практически не просвечивается. Конечно, как в любом вязаном изделии, есть все равно вот эти небольшие дырочки между столбиками, но, на мой взгляд, они практически незаметны, то есть ничего не просвечивается. Хотя, конечно, это будет зависеть в том числе от пряжи, из которой вы будете вязать. Я вязала из вот такой, это 100% хлопок. Вы можете взять любую другую, которая вам нравится, но я не советую брать 100% акрил. Берите лучше всего 100% хлопок, но можете взять полухлопок, ту же Yarnart Jeans или Gazal Baby Cotton. И перед тем, как мы приступим непосредственно к вязанию, я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Там я делюсь больше какими-то жизненными моментами, творческим процессом. У меня там и про вязание, и про книги, и просто про мою жизнь. Поэтому, да, если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь. И, конечно же, подпишитесь на этот канал, потому что здесь будет еще много всего интересного. Ну что, давайте начинать. Как я уже сказала, я буду использовать вот такую хлопковую пряжу. Здесь в 50 граммах 125 метров. Вязать буду крючком 3 миллиметра. Начинаем вязание мы с узелка. Я делаю его таким образом. Кладу нить вот так на указательный палец, ввожу под нее крючок, проворачиваю на 360 градусов, чтобы образовалась вот такая петелька. Захватываю рабочую нить и протягиваю в эту петельку. Затягиваю узелок, немного подвытягиваю петельку, чтобы она не была сильно затянута, и все, узелок готов. Теперь набираем цепочку из воздушных петель. Я наберу 144 воздушных петли. Вы набираете нужное вам количество, но очень важно, чтобы это число делилось на 4 до четного числа. То есть у меня 144 воздушных петель. Делим на 4, получаем 36. Это четное число, нам это подходит. Если бы я взяла 148 воздушных петель, то, поделив на 4, получила бы 37. Это нечетное число, нам оно не подходит. Если возьму 152, это число подходит, потому что, поделив на 4, мы получаем 38. Это четное число. Соответственно, 156 делим на 4, получаем 39. Это нечетное число, нам оно не подходит. И так далее. Надеюсь, вы поняли принцип. Повторю еще раз. Количество воздушных петель должно делиться на 4 до четного числа. Так вы провязываете такую длину, чтобы вот эта цепочка воздушных петель сходилась у вас вокруг груди в натянутом виде. Теперь нам нужно эту цепочку замкнуть в круг. Для этого равняем цепочку так, чтобы она не была нигде перекручена. Вводим крючок в первую петельку, вот сюда. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее через две вот эти петли, через первую и последнюю петли цепочки. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем работу, вводим крючок в первую петельку, вот сюда, захватываем рабочую нить, выводим, у нас получается 2 петли на крючке, захватываем рабочую нить и протягиваем в эти 2 петли. Это у нас столбик без накида. Снова вводим крючок в следующую петельку, захватываем нить, выводим, 2 петли на крючке провязываем вместе. Это второй столбик без накида. Такими столбиками без накида мы вяжем весь этот ряд. У меня было 144 воздушных петель, значит и столбиков в этом ряду тоже должно получиться 144.
Я дошла до конца ряда, теперь ввожу крючок вот сюда в первую петлю, захватываю нить, вывожу, у меня 2 петли на крючке, одну петлю протягиваю через вторую. Это у нас соединительный столбик. Этот ряд у нас идет как установочный, то есть я его за ряд не считаю, поэтому переходим к вязанию первого ряда узора. Делаем 3 воздушные петли и поворачиваем работу. Дальше делаем 2 накида на крючок и вводим крючок в первый столбик, захватываем нить, выводим, получается 4 петли на крючке, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли, у нас остается 3 петли на крючке, снова захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли, у нас остается 2 петли на крючке, и мы снова захватываем рабочую нить и эти 2 петли провязываем вместе. Это столбик с 2 накидами. Дальше снова делаем двойной накид. Вводим крючок в этот же столбик, захватываем нить, выводим, получается 4 петли на крючке, провязываем 2 петли, остается 3, снова провязываем 2, остается 2 и эти 2 петли провязываем вместе. Это второй столбик с 2 накидами. Дальше делаем 2 воздушные петли, пропускаем 3 столбика и в четвертый столбик провязываем столбик без накида. Снова делаем 2 воздушные петли, отступаем 3 столбика и в четвертый столбик провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Снова 2 воздушные петли, пропускаем 3 столбика и в четвертый столбик провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, пропускаем 3 столбика и в четвертый столбик провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Таким образом мы чередуем столбики без накида и вееры из 5 столбиков с 2 накидами, делая между ними 2 воздушные петли и пропуская 3 столбика. Так у нас выглядит первый ряд узора. Вяжем до конца ряда. Когда мы дошли до конца ряда, провязали столбик без накида, делаем 2 воздушные петли, и нам нужно довязать вот этот первый веер. У нас он должен состоять из 5 столбиков. Сейчас в нем 2 столбика с 2 накидами, и цепочка из воздушных петель идет как третий столбик. Поэтому вот сюда, в этот же столбик, мы провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. И теперь вот сюда, в верхушку первого столбика, провязываем соединительный столбик. Первый ряд готов, переходим ко второму. Делаем 1 воздушную петлю, поворачиваем работу и вот сюда в первый столбик провязываем столбик без накида. Делаем 4 воздушные петли и вот сюда в столбик без накида предыдущего ряда провязываем также столбик без накида. Снова делаем 4 воздушные петли и в середину вот этого веера, то есть в третий центральный столбик с 2 накидами, провязываем столбик без накида. Снова 4 воздушные петли и столбик без накида в столбик без накида. Снова 4 воздушные и столбик без накида в центральный столбик веера. Итак, мы чередуем столбик без накида и 4 воздушные петли до конца ряда. В конце ряда я делаю последние 4 воздушные петли и вот сюда в верхушку первого столбика провязываю соединительный столбик. Второй ряд готов, переходим к третьему. Делаем 1 воздушную петлю, поворачиваем работу и в первый столбик провязываем столбик без накида. Делаем 2 воздушные петли и вот сюда в столбик без накида провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Делаем 2 воздушные петли и в следующий столбик без накида провязываем столбик без накида.
снова 2 воздушные петли и в следующий столбик без накида провязываем 5 столбиков с 2 накидами. И таким образом мы чередуем столбик без накида, 2 воздушные петли, 5 столбиков с 2 накидами, снова 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные, 5 столбиков с 2 накидами и так до конца ряда. В конце ряда после веера делаем 2 воздушные петли и вот сюда в первый столбик провязываем соединительный столбик. Третий ряд готов, переходим к четвертому, последнему ряду узора. Делаем 1 воздушную петлю, поворачиваем работу и в первый столбик провязываем столбик без накида. Делаем 4 воздушные петли и в центральный третий столбик веера провязываем столбик без накида. Снова 4 воздушные и в столбик без накида делаем столбик без накида. Снова 4 воздушные петли и в центральный столбик веера провязываем столбик без накида. То есть этот ряд у нас по сути повторяет второй ряд. Мы также чередуем столбик без накида и 4 воздушные петли. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда делаем 4 воздушные петли и в первый столбик провязываем соединительный столбик. Дальше у нас ряды будут повторяться. 5-й ряд повторяет 1-й ряд, 6-й ряд повторяет 2-й ряд, 7-й ряд повторяет 3-й и 8-й повторяет 4-й. Я еще раз покажу, как вязать 1-й ряд узора. Делаем 3 воздушные петли, поворачиваем работу и в первый столбик провязываем 2 столбика с 2 накидами. Затем делаем 2 воздушные петли и в столбик без накида провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные и в следующий столбик без накида провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Снова 2 воздушные петли и в следующий столбик без накида провязываем столбик без накида. Итак, чередуем столбик без накида, 2 воздушные петли, 5 столбиков с 2 накидами, 2 воздушные и так до конца ряда. В конце ряда провязываем соединительный столбик, делаем 1 воздушную петлю, поворачиваем работу и провязываем 6-й ряд точно так же, как вязали 2-й ряд. То есть чередуем 4 воздушные петли и столбик без накида. 7-й ряд провязываем так же, как 3-й, чередуем столбик без накида, 2 воздушные петли и веер из 5 столбиков с 2 накидами. 8-й ряд такой же, как 4-й и 6-й, то есть чередуем столбик без накида и 4 воздушные петли. То есть узор у нас состоит из 4 рядов, которые мы повторяем. Так вяжем нужную нам длину полотна, закончить нужно на последнем 4-м ряду узора. Я провязала всего 20 рядов. И последний ряд мы провяжем как первый установочный столбиками без накида. Делаем 1 воздушную петлю, поворачиваем работу, в этот же столбик провязываем столбик без накида, затем 3 столбика без накида провязываем под вот эту арку. Затем столбик без накида в столбик без накида и 3 столбика без накида под арку. Снова столбик без накида в столбик без накида и 3 столбика без накида под арку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем соединительный столбик вот сюда в первый столбик. Делаем воздушную петлю, вытягиваем нить и отрезаем. Теперь будем вязать резинку по талии. Для этого переворачиваем связанную часть вверх ногами, делаем узелок уже знакомым нам способом. Кстати, чтобы резинка у меня была более плотная, я взяла крючок поменьше, 2,5 мм. Вводим крючок вот сюда в первый столбик после места соединения, захватываем петельку и проводим ее в этот столбик. Провязываем 20 воздушных петель. Эти петли формируют длину резинки, поэтому если вы хотите больше или поменьше, можете провязать так, как вам нужно. Я провязала 20 воздушных петель.
Делаю еще одну дополнительную петлю подъема, пропускаю первую петлю от крючка и во вторую петлю ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Ввожу крючок в следующую петлю и провязываю второй столбик без накида. И так я вяжу до конца ряда. У меня было 20 воздушных петель, значит должно получиться 20 столбиков без накида. Провязала 20 столбиков без накида, ввожу крючок вот сюда в следующий столбик, захватываю нить и провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок в следующий столбик и также провязываю соединительный столбик. Дальше поворачиваю работу, пропускаю 2 столбика от крючка и в третий столбик за заднюю стенку провязываю столбик без накида. И так я вяжу столбиками без накида за заднюю стенку до конца ряда. В конце ряда делаю одну воздушную петлю, поворачиваю работу и снова провязываю ряд столбиками без накида за заднюю стенку. Провязала 20 столбиков без накида за заднюю стенку, ввожу крючок в следующий столбик, вот сюда провязываю соединительный столбик и еще один соединительный столбик провязываю в следующий столбик. То есть я всегда присоединяю резинку 2 соединительными столбиками. Поворачиваю работу, пропускаю 2 столбика, в третий столбик от крючка начинаю провязывать столбики без накида за заднюю стенку. В конце ряда делаю одну воздушную петлю, поворачиваю работу, снова провязываю ряд столбиками без накида за заднюю стенку, присоединяю резинку 2 соединительными столбиками, поворачиваю работу, пропускаю 2 столбика, с третьего столбика от крючка провязываю ряд столбиками без накида за заднюю стенку. Так я вяжу резинку до самого конца. Я провязала последний ряд резинки, теперь буду соединять ее в круг. Для этого располагаю ее вот таким образом, чтобы та сторона, с которой я начинала, была ближе ко мне. Ввожу крючок вот сюда в первый столбик, захватываю вот эту петельку, которой я закончила вязание, протягиваю ее в этот столбик и теперь ввожу крючок в следующий столбик на ближайшей ко мне стороне и в следующий столбик за заднюю стенку на дальней стороне. Захватываю нить, провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок в следующий столбик на ближайшей стороне и в следующий столбик за заднюю стенку на дальней стороне. Провязываю соединительный столбик. И так я соединяю резинку с соединительными столбиками до самого конца. Провязала последний соединительный столбик, делаю воздушную петлю, вытягиваю нить и обрезаю ее. Вот так выглядит место соединения. С лицевой стороны оно практически незаметно. Теперь будем вязать юбку. Я снова беру крючок 3 мм, делаю узелок уже знакомым нам способом, ввожу крючок вот сюда в верхушку первого после шва ряда, здесь прям видна вот такая дырочка. Захватываю готовую петельку и протягиваю в этот столбик. Делаю 2 воздушные петли. И следующий столбик я провязываю вот сюда в верхушку следующего ряда. Делаю накид на крючок, ввожу крючок вот сюда в верхушку следующего ряда. Захватываю нить, вывожу, провязываю 2 петли. У меня остаются 2 петли на крючке, и их я провязываю вместе. Это столбик с одним накидом. Следующий столбик провязываю в верхушку следующего ряда. Делаю накид на крючок, ввожу крючок в верхушку этого ряда, провязываю столбик с одним накидом. Следующий столбик точно так же в верхушку следующего ряда. То есть я провязываю столбик в верхушку вот этого выпуклого ряда. Следующий столбик провязываю в верхушку вогнутого ряда. Здесь прям видны вот такие дырочки. Следующий столбик в верхушку выпуклого ряда. Следующий снова в верхушку вогнутого ряда, вот в эту дырочку и так далее.
Давайте покажу поближе. Вот у нас ряды идут вот таким образом. Вот верхушка вогнутого ряда, вот такая дырочка. Следующий ряд у нас идет выпуклый, вот его верхушка. Следующий ряд снова вогнутый, вот его верхушка. И следующий ряд снова выпуклый, вот его верхушка. Таким образом я вяжу по одному столбику с одним накидом верхушку каждого ряда. Я начинала вязание со 144 воздушных петель. Значит, у меня на резинке получилось 144 ряда. Соответственно, столбиков без накида в этом ряду у меня должно получиться также 144. Провязала последний столбик с одним накидом и теперь провязываю соединительный столбик вот сюда в верхушку первого столбика. Дальше делаю 2 воздушные петли, поворачиваю работу и провязываю столбик с одним накидом вот сюда в первый столбик. Провязываю еще 16 столбиков с одним накидом. То есть всего мне нужно провязать 17 столбиков с одним накидом. И в 18 столбик я буду делать прибавку. Я дошла до 18 столбика, провязываю в него столбик с одним накидом. И сюда же, в этот же столбик, провязываю еще один столбик с одним накидом. Это у нас первая прибавка. Следующие 17 столбиков я вяжу как обычно по одному столбику с одним накидом. И в 18 столбик снова делаю прибавку, то есть провязываю 2 столбика с одним накидом в один столбик. Следующие 17 столбиков снова вяжу как обычно, и в 18 столбик снова делаю прибавку, провязываю 2 столбика с одним накидом. Так я вяжу до конца ряда, то есть провязываю 17 столбиков, в 18 столбик делаю прибавку, снова провязываю 17 столбиков, как обычно, столбиками без накида, в 18 ряд делаю прибавку, провязываю 2 столбика с одним накидом, дальше 17 столбиков, как обычно, в 18 столбик прибавка и так до конца ряда. В конце ряда у меня прибавка получается как раз в последний столбик. И дальше я в верхушку первого столбика провязываю соединительный столбик. Делаю 2 воздушные петли, поворачиваю работу, и этот ряд я провязываю без прибавок. То есть в этом ряду у меня должно получиться 152 столбика, так как в прошлом ряду у нас изначально было 144 столбика, мы сделали прибавки в каждый 18 столбик, итого получилось 8 прибавок, значит в итоге у нас получилось 152 столбика. Теперь, когда вы знаете, как вязать ряды, как их начинать и заканчивать, как делать прибавки, я просто расскажу вам, в каких рядах и в каких столбиках нам нужно будет сделать прибавки. Итак, третий ряд у нас идет без прибавок, 152 столбика. Четвертый ряд прибавка в каждый 19 столбик, итого 8 прибавок. В итоге получается 160 столбиков. Пятый ряд без прибавок. Шестой ряд прибавка в каждый 10 столбик, итого 16 прибавок, в итоге получается 176 столбиков. Седьмой, восьмой и 9 ряд без прибавок. 10 ряд прибавка в каждый 22 столбик, итого получается 184 столбика. 11 ряд без прибавок. 12 ряд прибавка в каждый 23 столбик. 8 прибавок, итого 192 столбика. 13 ряд без прибавок. 14 ряд прибавка в каждый 12 столбик, итого 16 прибавок. В итоге получается 208 столбиков. 15 и 16 ряд без прибавок. 17 ряд прибавка в каждый 13 столбик, итого 16 прибавок. В итоге получается 224 столбика. 18 ряд без прибавок. 19 ряд прибавка в каждый 14 столбик, итого 16 прибавок. В итоге получается 240 столбиков. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 ряд без прибавок. 26 ряд прибавка в каждый 20 столбик,
Итого 12 прибавок. В итоге получается 252 столбика. И дальше до нужной длины юбки я вязала уже без прибавок. Я провязала всего 43 ряда на юбке. То есть после последнего ряда с прибавкой, у меня это был 26 ряд, я провязала еще 17 рядов. Когда я провязала последний ряд юбки, я, как обычно, провязываю соединительный столбик в верхушку первого столбика, делаю воздушную петлю, вытягиваю нить и обрезаю ее. Все, юбка готова. Теперь нам осталось связать лямки. Они у меня будут завязываться, поэтому я буду вязать 4 лямки. Я отметила маркерами те места, в которых у меня будут лямки. Вот здесь между лямками у меня получается 4 веера. И прямо над 5-м веером у меня будет располагаться лямка. То есть от вот этого столбика без накида, который располагается по центру веера, я отступила по 2 столбика в одну и в другую сторону и в них поставила маркеры. Отступила 4 веера и над 5-м веером точно так же отделила 5 столбиков. Сбоку, то есть там, где будут подмышки, я отступила уже 3 веера и над 4-м веером точно так же отделила 5 столбиков маркерами. Дальше на спине точно так же, как спереди, отступила 4 веера и над 5-м веером отметила маркерами 5 столбиков. То есть там, где идут подмышки, у меня между лямками получается по 3 веера, а спереди и на спине между лямками получается по 4 веера. Для вязания лямок я снова взяла крючок поменьше, 2,5 мм. Я снова делаю узелок уже знакомым нам способом и начинаю вязать первую лямку. Для этого убираю вот этот первый маркер, ввожу крючок в этот столбик, где был маркер, захватываю готовую петельку, протягиваю в этот столбик и делаю 2 воздушные петли. В следующий столбик провязываю столбик с одним накидом. В следующий столбик провязываю второй столбик с одним накидом. В следующий столбик третий столбик с одним накидом. И из следующего столбика снимаю маркер и в этот столбик провязываю 4-й столбик с одним накидом. Обратите внимание, что цепочка из воздушных петель, которую я сделала в начале, считается как 5-й столбик. Дальше делаю 2 воздушные петли, поворачиваю работу и провязываю 5 столбиков с одним накидом до конца ряда. В конце ряда снова делаю 2 воздушные петли и поворачиваю работу. И также провязываю 5 столбиков с 2 накидами. Так я вяжу поворотными рядами по 5 столбиков с одним накидом в каждом ряду до нужной мне длины лямок. У меня лямка будет состоять из 35 рядов. Вы можете провязать длиннее либо короче, как вам больше нравится. Когда я провязала последний 35 ряд лямки, я делаю одну воздушную петлю, вытягиваю нить и обрезаю ее. И точно так же я вяжу 3 остальные лямки. Важное уточнение: вы можете связать лямки по-другому, то есть чтобы они не завязывались. Но я вам советую все-таки сделать лямки на завязках, потому что они имеют свойство растягиваться, и так вы сможете со временем регулировать длину лямок, чтобы они у вас не спадали. Нам осталось спрятать кончики ниток. Это можно делать с помощью крючка, но мне удобнее делать это иглой. Я ввожу кончик нити в иглу и вот таким образом просто провожу эту ниточку через столбики. Провела немного вверх и теперь протягиваю в бок по ряду через несколько столбиков. Не обязательно прятать прям весь кончик, я спрятала достаточно, и оставшуюся вот эту ниточку я могу отрезать. Точно так же прячу остальные кончики. Ну что, я надеюсь, вам понравилось, надеюсь, все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ну, либо можете просто меня похвалить, мне будет очень приятно. И я еще раз напомню, что у меня есть телеграм-канал. Если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь и, конечно же, подпишитесь на этот канал, потому что здесь будет еще много всего интересного.